Привет, друзья! Снова на канале Лебедай. Очень многие сталкиваются с вопросом, какие обои покупать для покраски, может быть, с рисунком изначально. Но сегодня у нас мы коснулись тему такую, что мы выбрали обои для покраски. Какие варианты покраски их сегодня мы для вас и покажем. Первый вариант. Берем рукав от кофты, обматываем валик рукавом, закрепляем с одной стороны. Также покажу лайфхак, как не замарать поддон и многократно пользоваться им. Обматывайте его стрейч-пленкой. После того, как надо поменять краску, либо убрать ее, срезаете стрейч-пленку и выкидываете. Абсолютно чистый поддон готов к следующей краске. Прокатываем валик в краске и приступаем к покрасу. Такой стиль идеально подходит к любым комнатам. Главное идеально подобрать цветовую гамму. Сочетание может быть разнообразным. Берем раскатывающий валик, крепим двухсторонний скотч по краям. Наматываем бечевку вокруг, делаем узор ромбик. Кладем стрейч-пленку, на нее накладываем небольшой слой краски кисточкой. Далее прокатываем валиком. Начинаем красить. Плавно ведем сверху вниз, получается отличный рисунок. Получается идеальный рисунок, подходит для прихожих. Третий вариант. Берем вафельную ткань, обматываем в нее ролик валика с двух сторон по краям, крепим резинкой. Так же, как в прошлый раз, наносим кисточкой на стрейч-ленту краску. Промакиваем валик. Наносим на обои хаотичными движениями. Если выбирать яркие краски, то идеально подойдет для диска. Если выбирать более темные пастельные тона, то идеально подойдет для спальни. Четвертый вариант. Обматываем ролик валика проволокой и крепим с двух сторон. Кладем стрейч-пленку, наливаем два разных цвета. Чуть-чуть размешиваем и размазываем его по поверхности стрейч-ленты. При покраске посоветую переворачивать ролик, так как рисунок получится более естественным. Тигровая окраска идеально подойдет для гостиных, переходных студий. Дальше небольшой бонус для вас. Вешалка для кружек в стиле лофт. Графический стиль. Для его создания нужен малярный скотч. Клеим его на обои, как на видео. Излишки отрезаем ножницами.
Для безопасности заклеиваем малярным скотчем розетки. Заклеить можете любым удобным способом. Для того, чтобы швы получились ровными, прокрашиваем белой краской края малярного скотча. Далее берем нужные цвета и прокрашиваем промежутки между скотчами. Отклеиваем малярный скотч только аккуратно. Ну вот и все, идеально ровные линии готовы. Такой стиль графический подойдет в любую комнату. Главное подобрать цветовую гамму. Шестой вариант. Покажу еще вариант имитации кирпичной кладки. Наносим двухмалярный скотч на обои, как на видео. Берем баллончик и распыляем краску по малярному скотчу, как на видео. После того, как краска засохнет, снимаем малярный скотч. Готово. Один из самых легчайших способов создания лофт-стиля и кирпичной кладки. Друзья, ну вот и все, что мы для вас хотели сегодня показать. В принципе, ставьте палец вверх, кому понравилось. Также в комментариях пишите свои варианты, которые мы не успели сегодня записать. Ну и подписывайтесь на канал, чтобы не упустить дальнейшие видео. Пока!